Итак, меня зовут Никита, я UX UI дизайнер в Hala Lab. Сегодня у меня будет монолог о том, что такое дизайн-система, почему ее стоит делать, какую ценность она несет для продукта и как же начать ее делать. Когда мы упоминаем слово «система», мы обычно имеем в виду что-то упорядоченное, с четким набором правил, что-то комплексное, состоящее из каких-то заданных сущностей. Дизайн-система — это и есть набор сущностей и правил по их использованию. Этот принцип и такие системы окружают нас постоянно. Даже квартиры, в которых мы сейчас находимся, спроектированы по каким-то своим дизайн-системам, где квартиры являются настраиваемыми компонентами, и на уровень ниже есть такие же компоненты с вариантами типа дверей, окон, столов, стульев и так далее. Начнем с того, что такое дизайн-система. Грубо говоря, это совокупность трех сущностей: визуальный язык, фреймворк и гайдлайны. Что это все такое? Давайте остановимся на этом чуть поподробнее. Визуальный язык. Все начинается с него, грубо говоря, с UI-кита. Это цвета, типографика, сетка, иконки, наборы стилей, системы отступов, теней и, конечно же, сами компоненты. Сущности — это база, из которой складывается интерфейс всего продукта. От простого к сложному, от атомов до организмов. Фреймворк. Тут мы не будем их сильно затрагивать, так как это больше... Ой-ой-ой, я забыл, что же сразу не сказали, я забыл поменять сцену, извините. Так вот, фреймворки — это стезя кодеров, мы не будем сильно углубляться туда. Грубо говоря, это отражение нашего первого визуального языка, только в виде кода. Ну и третье — это гайдлайны. Они рассказывают, как именно пользоваться нашим визуальным языком и фреймворками. Грубо говоря, они просто задают правила по использованию всего, чего у нас есть, всей дизайн-системы. Например, как пользоваться кнопкой, на каком фоне использовать такой цвет кнопки, а на каком фоне должен быть другой цвет. Как располагать логотип компании, должна ли быть там подложка, или подложка всегда должна быть прозрачной. Это все описано в гайдлайнах. Почему стоит делать дизайн-систему и какую ценность она несет для продукта? Прежде всего, она помогает снизить затраты на разработку и поддержку самого продукта. Вместо того, чтобы каждый раз создавать дизайн с нуля, можно уже использовать какие-то готовые компоненты и заранее заготовленные ранее шаблоны. Это позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на разработку и тестирование самого интерфейса. Давайте рассмотрим пример, как люди занимаются земледелием. Как ни странно. В начале времен люди использовали какие-то допотопные мотыги, тратили на это очень много сил, чтобы обработать какую-то землю, обработать даже какой-то маленький участок земли. Потом появились животные, которые помогали в этом деле. И дело в том, что эволюция не стояла на месте, и с течением времени все пришло к тому, что появились тракторы и более продвинутые способы земледелия. Это все к чему? Что эти тракторы, они могут возделывать землю даже без участия человека, существенно ускоряя обработку земли. И можем себе только представить, какой коэффициент полезного действия у деревянной мотыги и у этого железного монстра на колесах. Разница может быть колоссальная, и тут очень важную роль играет вселенная, в которой мы живем. Она обладает таким параметром, как время.
То есть за один промежуток времени возделывается разное количество земли с помощью мотыги и с помощью трактора. И у водителя или оператора трактора освобождается огромное количество лишнего времени, если мы берем только его вид занятости. Освобождается большое количество времени, которое он может тратить на себя, на семью, на какие-то его личные развлечения. И вот аналогия в том, что прошло очень много времени от деревянной тяпки, деревянной мотыги, тяпки до трактора, чтобы пожинать уже плоды науки. Прошло очень много времени, и такой же принцип сохранился и в дизайн-системе. Чтобы взрастить с нуля и до какого-то живого организма, какой-то системы, придется уделить немало сил и времени. Но чем больше сам IT-проект, тем оно больше будет того стоить. Тем игра будет стоить, конечно, свеч. Рассмотрим, какие ценности у дизайн-системы, что она вносит в наш дизайн-продукт. Консистентность. Дизайн-система обеспечивает консистентность и единство всего продукта, что важно для компаний, которые имеют несколько субпродуктов или сервисов, либо один какой-то большой с огромным количеством флоу. Единый стиль продуктов помогает упростить процесс разработки и сделать продукты компании более узнаваемыми для пользователей. Объекты и сущности, которые мы используем для одного и того же месседжа, должны стремиться к унификации не только визуально, но и своим паттерном поведения, который, кстати, прописывается в гайдлайнах, как мы уже определили. Что делает эта консистентность? Она говорит: ребята, смотрите, есть кнопка, она всегда такая, всегда скругленная, фиолетовая, с белым текстом, она всегда находится в этом месте, и пользователи с ней взаимодействуют таким-то и таким-то образом. Дизайн-система также помогает улучшить пользовательский опыт. Благодаря использованию готовых компонентов и шаблонов можно создавать продукты, которые легко понимают и используют люди. Кроме того, она помогает ускорить процесс обучения этих людей. У них уже формируются какие-то паттерны поведения, и они не задумываются, чтобы сделать те или иные действия. В общем, какие-то обыденные вещи становятся привычными для них. Лучшая итеративность. Все мы знаем, как много бывает правок от клиентов на наших продуктах. То одно поменяй, то другое, пиксель туда, пиксель сюда. И, в общем, что делает дизайн-система? Она говорит: без вопросов, поменяй цвет кнопки в одном месте, и я поменяю ее во всех местах без твоего участия во всем приложении. У нас был кейс, когда на протяжении 2 месяцев мы меняли оттенки одного лишь зеленого, когда были готовы уже какие-то флоу. И слава фигме, на тот момент зеленый цвет уже был в стилях, и я не сошел с ума. Или сошел. Синхронизация. На проекте может работать не один дизайнер, не один разработчик. Они могут меняться с течением времени. И это может сильно усложнить работу для людей, которые не знакомы с продуктом. Дизайн-система же говорит: ребята, не нужно ничего делать, ничего придумывать, не нужно изобретать велосипед. Вот кнопка, вот условный чекбокс, используйте, творите, но не меняйте. Но если у людей, которые пришли новые, есть какое-то предложение, как сделать эту кнопку или этот чекбокс лучше, не проблема. Это легко делать за 1 минуту, опять же, с помощью дизайн-системы в материнских компонентах. Опять вернемся к экономии времени с дизайн-системой. Это время можно тратить на решение каких-то глобальных проблем пользователей, которые их действительно волнуют, или на создание каких-то новых флоу, новых фич, а не топтаться вокруг да около одного цвета или одной кнопки. Ключевой минус, как я уже говорил ранее, это затрачиваемые ресурсы на создание дизайн-системы.
Можно сказать, что она это дизайн, это продукт в продукте. К ней нужно возвращаться, ее нужно улучшать и следить за ней. И это также ресурсозатратно. Важно отметить, что дизайн-система, она не является чем-то статичным. Она должна постоянно обновляться, улучшаться, как я сказал, чтобы оставаться актуальными не только для разработчиков ее, но и для конечных пользователей. И кроме того, дизайн-система, она не отменяет творческий процесс самого дизайнера. Она предоставляет лишь базовые компоненты, которые могут быть адаптированы для конкретных продуктов. То есть, если мы видим какой-то компонент, который хотя бы издалека похож на то, что нам нужно, можно попробовать не создавать новый, не захламлять дизайн-систему, а попробовать адаптировать уже существующий. Как же создавать дизайн-систему? Тут я буду говорить только со стороны дизайнера, так как со стороны разработчика стоит послушать самого разработчика. Поэтому пройдемся сейчас только по всяким дизайнерским штучкам. Начиная что-то новое, всегда стоит уделить время исследованиям. Для чего нам нужна будет эта дизайн-система? Кто ее и как будет использовать? Под какую платформу будет заточен наш продукт? Начните с малого. Какой минимальный набор должен быть в UI-ките, чтобы UI-кит смог вырасти уже в полноценную дизайн-систему? Это типографика, цветовая палитра, кнопки, формы, шрифты, размеры, отступы и, в принципе, все, что посчитаете нужным, это уже позволит кое-как работать с дизайн-системой, с ее зародышем. Используйте компоненты дизайн-системы везде, где это только возможно. Это поможет создать консистентный дизайн и во всем продукте упростит работу с ними. Не нужно, как я уже говорил, менять эти компоненты, а пробовать адаптировать уже существующие. Документируйте, указывайте мелочи по использованию компонентов, которые вы уже создали. Разбейте каждый элемент на составляющие еще меньшие частички. Например, в кнопке есть текст, у него есть шрифт, у него есть кегель, у него есть цвет. В кнопке есть цвет самой кнопки, отступы до краев кнопки, скругление, бордер. Это все можно описать, чтобы не было лишних вопросов. В общем, можно разложить анатомию для конкретного элемента, который в этом нуждается. По мере роста дизайн-системы тестируйте компоненты, чтобы убедиться, что они работают правильно и соответствуют потребностям как и самих разработчиков, так и дизайнеров. Улучшайте дизайн-систему, когда это необходимо, чтобы обеспечить ее эффективность и актуальность. Как я уже говорил, это продукт в продукте, который требует ресурсов. Окей, хорошо. Давайте теперь тогда посмотрим более предметно, какой минимальный набор в UI-ките у нас должен быть. Я уже перечислял, но пройдемся чуть-чуть более подробно. Типографика. Тут на самом деле все довольно индивидуально и зависит от каждого проекта. Единственное, что хочу обратить внимание, мы посмотрим, как блок в дизайн-системе выглядит в Material дизайне. Тут для примера и объяснения выделил то, что они используют размер высоты в пикселях, а не в процентах. И вообще, зачем нам задавать высоту строки в процентах? Для того, чтобы при изменении кегля высота строки скейлилась пропорционально. Ну, в принципе, в этом и есть ответ, почему, например, в Material дизайне они используют пиксели. Потому что в их случае это стиль, и он не будет меняться, не будет ресайзиться сам кегель. Потому что, на самом деле, даже задавая в процентах, он будет разный для 14-го кегля и для 64-го, например. Цвета. Тут не буду я говорить про какие-то
лайфхаки, как подбирать палитры, во-первых, информации много, так же, как и много всяких плагинов, которые помогают это сделать. Хочу рассказать про такую вещь, как нейминг, и в разрезе цветов это будет наиболее наглядно и понятно. Разделяют 3 основных вида нейминга, элементов или стиля. Первый вариант — это абстрактный. Это способ, он основан на, как ни странно, абстрактных названиях цветов и никак с ними не связанный. Такой способ хорош, когда у продукта только одна тема и количество цветов, по сути, не ограничено. Создавай и называй их как хочешь, тут ограничится только твоей фантазией. Еще плюс этого способа, что нет дубликатов цветов и, соответственно, меньше кода для разработчиков. Из минусов тут, конечно, сложность в работе с несколькими людьми и в передаче другому дизайнеру, потому что только сам Бог велел, где использовать эти цвета без каких-то сторонних подсказок. А второй вид — это по визуальному. Тут, в принципе, все понятно, как ты видишь цвет, так его и называешь. Серый всегда будет серым, зеленый зеленым, синий синим. Тут есть сложности с масштабированием, потому что может быть сложно назвать несколько оттенков одного серого. Но, в принципе, здесь один цвет, один токен. Как и в первом варианте, нет лишнего кода для разработчиков. Все, в принципе, понимают, что это за цвет, но, как и в первом случае, не всегда понятно, где его использовать. Для таких случаев у Figma есть опция добавления описания к стилю, и там можно оставить примечание, где использовать этот или иной цвет. Также можно это использовать и в первом варианте, но для этого нужно будет провести дополнительные действия, потратить время, чтобы понять, где использовать этот цвет. И третий вариант — это контекстный нейминг. Мы называем цвета так, где они будут использоваться. Это тот случай, когда нам все равно, что за цвет находится в этом стиле. Мы смотрим, где будет применяться этот цвет по его названию и будем просто использовать его в нужный момент, не задумываясь. Это как детские игры. Мы ищем, чтобы звездочка проходила в отверстие звездочки. Вот. Есть такая книга «Не заставляй меня думать», тоже по дизайну, кстати, и это отличный тезис, который подходит для описания, зачем же нужна дизайн-система, чтобы не думать, а использовать, что уже есть, что уже мы создали. В контекстном нейминге нужно очень жестко модерировать цвета, уже существующие, и те, которые будут добавляться. Потому что очевидный минус — это то, что цвета могут дублироваться, как и токены для разработчиков. Зато достаточно легко масштабируется, и в большой команде очень легко работать с таким видом нейминга. Также в нем достаточно сложно ошибиться. Поговорим еще про иконки. Это следующий раздел. Не будем также углубляться и разбирать, как подбирать эти иконки, какие они должны быть. Важно лишь то, что в дизайн-системе должны быть только те иконки, которые используются на проекте в данный момент. Если это какая-то библиотека или отдельный пак с иконками, можно и нужно указывать ссылку на первоисточник, откуда могут еще брать иконки в дальнейшем, если они будут нужны. Для иконок, кстати, также можно оставлять комментарии, во-первых, что изображено на этой иконке, не всегда может быть понятно, и, во-вторых, где она может использоваться. Система отступов. Если мы рассматриваем дизайн-систему в ее атомарном амплуа, и у нас есть компоненты, и они являются целые большие flow, то в дизайн-системе прямо на этих flow можно и нужно показывать отступы. Некоторым разработчикам это нужно
Как показывать отступы? В принципе, можно придумать любую свою систему. Например, один цвет отвечает за один отступ. Осталось поговорить о гайдлайнах. Это, я напомню, правила по использованию визуального языка и фреймворках. Там, в принципе, может быть все, что угодно. Нигде не прописаны какие-то четкие рекомендации, что там обязано быть. И лучший способ посмотреть, как это делают другие ребята. Например, в материал-дизайне, будем говорить сегодня в разрезе материал-дизайна и чуть позже еще об одной дизайн-системе популярной. В материал-дизайне есть такое понятие, как высота объекта. Они говорят, что чем выше объект, тем он более явен, тем он более контрастен и отличен от самого нижнего фона. Этому правилу подвластны цвета и тени в их случае. Самый низкий фон, он неизменен, а элементы выше, они становятся ярче и имеют более выраженную тень. Вот, например, в гифке мы видим, чем выше элемент, тем он как будто приподнимается, и тем больше тень становится под ним. Еще пример. Слишком много кнопок на экране, они нарушают визуальную иерархию. Непонятно, какая кнопка главная, какая второстепенная, на какую нажимать в первую очередь, не всматриваясь в текст. Материал дизайн нам говорит, что не стоит использовать несколько кнопок, не стоит нагромождать интерфейс множеством call to action. Лучше оставить какой-то один приоритетный и остальные спрятать в контекстное меню какое-то. Также материал дизайн рекомендует сгруппировать внутренние элементы кнопки, чтобы они не разъезжались, когда ширина кнопки увеличивается. Всегда элементы в кнопке остаются по центру при увеличении или уменьшении ширины контейнера кнопки. Также ширина контейнера кнопки, она динамически устанавливается в соответствии с текстом и иконкой, и она не должна быть меньше контента, очевидно, но также нужно учитывать внешний контейнер, где находится сама кнопка. Если мы говорим про какие-то мобильные приложения, кнопка может растягиваться на полную ширину карточки, в котором она находится, но такое правило, допустим, не работает, если это дизайн-система десктопная и широкая кнопка будет выглядеть странно. Дизайн-система также не рекомендует использовать более 5 пунктов меню снизу. Они рекомендуют рассмотреть возможность использования каких-то других мест для расположения больше, чем 4 или 5 элементов в других местах. Также нужно быть осторожными, если мы хотим использовать иконки без подписей. Сами иконки, они должны быть однозначными и доступными для всех пользователей. Также не используйте активный индикатор для более чем одного пункта меню одновременно, иначе в этом теряется вообще смысл. В активном пункте меню юзер потеряется, где он находится в принципе, и никакой компас в меню ему уже не поможет. Панель навигации может быть временно закрыта диалоговыми окнами или какими-то другими элементами. Это также стоит показать в гайдлайнах, возможно даже анимации, как в примере благо Figma позволяет это сделать. Например, как будет вести себя нижний сайдбар при появлении клавиатуры, например. Еще поговорим про него. Используйте краткие текстовые метки, чтобы указать цель пункта навигации. Не нужно переносить или ужимать, уменьшать кегель текста. Это может сильно усложнить навигацию. Еще одна популярная дизайн-система наравне с материал-дизайном и iOS гайдлайнами — это Atlassian. Из нее тоже приведу пару примеров. В ней мне больше нравится то, как они описывают более детально, какой элемент должен находиться, как он должен использоваться. Еще поговорим про иконки в разрезе кнопок. Например,
если мы в кнопку добавляем какую-то иконку, обязательно там должна быть текстовое пояснение, потому что кнопка без текста, только с иконкой, выглядит довольно странно и непонятно. Также нужно использовать сам текст, который связан с иконкой, и избегать недопониманий, как вот в примере справа. Atlassian также говорит, чтобы избегать использования иконок исключительно для какого-то украшения или визуального интереса, так как это может отвлекать от их прямого назначения. Нужно учитывать окружающий контекст иконок. Если значки загромождены, это может привести к еще большему визуальному шуму и путанице. В приложении этого не стоит использовать несколько вариантов иконок для одной и той же цели. Например, для всех действий, которые означают добавить что-то, можно использовать одну иконку плюс и не создавать какие-то новые элементы, где основное действие это что-то добавить. В иконке есть плюсик, но он маленький и добавляются какие-то лишние визуальные элементы. Этого также стоит избегать, нам рекомендует Atlassian Design. На тему баннеров дизайн-система говорит о том, чтобы использовать желтые баннеры, когда мы хотим, чтобы пользователь предпринял какое-то определенное действие или предупредить о том, что в ближайшее время что-то может пойти не так, и это стоит его внимания. Используйте красные баннеры, чтобы информировать человека о том, что уже что-то произошло критическое, возможно, непоправимое и требует его безотлагательного внимания. Также есть у них третий вид баннера без иконки, просто синий. Чаще всего их используют администраторы, которые хотят сделать какое-то всеобщее объявление, не неся какой-то угрозы. Также вот для первых двух баннеров у них есть иконка, и в гайдлайнах прописано, какие именно иконки могут использоваться в этих баннерах. То есть там буквально список. В нашем случае это просто восклицательный знак в каких-то геометрических фигурах. Но там еще есть ряд некоторых иконок, которые могут вязаться. Не все подряд, чтобы не сбивать ребят с толку. На этом все. Это была теоретическая часть. Всем спасибо, кто пришел. Рад был вас видеть. Всем пока. Хорошего дня.